Ну и еще один вопрос от Павла Елесина. Валерий Викторович, скажите, а почему сам глобальный предиктор не переформатирует страновую элиту США и России? Это же будет проще. Потихоньку, начиная с того момента, когда страновая элита США начала выходить из-под контроля ГП, он мог бы ее поэтапно скорректировать. Там убрал неправильного, тут поставил правильного управленца и все. Сейчас что мешает это делать? Сам ГП не хочет или не может или может. Они по договоренности не стреляют друг в друга физически или глобальному предиктору просто как человечков жалко людей из страновой элиты России и США. Понятно, что убрав человека с поста, заменить на нужного непросто. Найти еще нужно. Но он же не ограничен временем. Что мешало лет 5 назад заняться этим вопросом? 5 лет назад. Ну, для начала, ни для глобального предиктора, ни для страновой элиты США люди вообще не значат ничего. Просто ничего. Кому интересно, может обратиться к списку Хиллари. Так называют список смертей, сопровождающих Хиллари Клинтон. Там уже к сотне подваливает. Любой. Вот недавно очередной эксперт, который неправильно правду сказал про Хиллари Клинтон, и чтобы это дальше не пошло, он самоубился. И вот все так это. Поэтому это вообще не вопрос. Что же мешало 5 лет назад? Ну, дело, наверное, потому, что 5 лет это маловатый срок для того, чтобы ребенок родился, был помещен в определенную культурную среду, получил определенное образование, вот, и, соответственно, этому получил определенный опыт, и можно было бы кого-то заменить. Дело в том, что не за 5 лет все это. Глобальный предиктор выстраивает систему управления миром на протяжении последних 3000 лет. Он берет, прежде всего, под контроль систему образования, систему религий, переформатирует нравственность. На основе этого он формирует уже страновые элиты. Страновые элиты имеют определенные интересы, которые корректировались всегда войнами между этими государствами, вот, которые развязывали глобальный предиктор. Глобальный предиктор – это ведь не так много людей. Это очень немного, это 358 семей. Это их кадры. А везде выполняют эти задачи управления странами и государствами выполняют конкретные страновые элиты. А у них складываются свои интересы, которые надо будет корректировать. Поэтому империи на протяжении истории человечества рушились и создавались новые. Где он? Великий Рим, где Древняя Греция, Древний Египет. Понимаете? И чем быстрее идет по закону времени, тем меньше живут эти империи, меньше живут государства. Все решают за счет страновых элит, но бесструктурно. Почему и нужно-то изучать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, чтобы знать, как протекает управление социальными суперсистемами. И в 5 лет это не решишь. Одного выдернешь, другого поставишь, а если он включен в те же самые интересы, то ты теряешь управление этим человеком и не приобретаешь управление тем. Почему Путин и не переставляет людей? Вернее, делает это очень и очень редко. Когда система завязок на человека уже налажена, он уже хочешь, не хочешь, а вынужден работать на позитив. Это вот как лошадь, когда впряжена, да? Какой бы нрав она ни имела, но если у нее стоят определенные шоры, если на ней определенная сбруя и опытный кучер, она будет вести повозку туда, куда скажут, а не туда, куда хочет. Поэтому глобальный предиктор строит именно таким образом. Она встраивает всех людей. И за 5 лет здесь ничего не поменяешь. Здесь нужно изменять само государственное устройство, переформатировать само государство, чтобы из государства СССР получилось
ельциновская Россия, нужно, чтобы государство СССР распалось с набором новой элиты, с новыми характеристиками. Чтобы Россия путинская появилась, нужен кропотливый труд по наведению вертикали управления. И так везде и во всем. И это в год, в два не решается. Это решается на автоматизмах, если ты налаживаешь низкочастотные процессы управления. Поэтому структурное управление на определенных параметрах может выйти из-под контроля, но краткосрочно, поскольку это высокочастотное управление. Может нанести какой-то ущерб, но глобально ничего не решит. Вот в данной ситуации можно сравнить с Сунь-цзы. Стратегия без тактики – самый длинный путь к победе. Это если говорить о глобальном управлении. Вот. Но тактика без стратегии – это суета перед поражением. Так вот, глобальный предиктор потерял концепцию управления, и во многом он теряет он тактически не дорабатывает по многим странам, но он осуществляет стратегию управления, и потому, как бы там какая страновая элита не выбрыкивалась, она ничего против глобального предиктора сделать не сможет. А страновая элита Соединенных Штатов, как бы там ни был вот этот мощный всплеск, чем он сейчас заканчивается? Шатдауном трамповским. А он чего говорит? Он всему миру, Соединенным Штатам предъявил. Люди, американцы, вот вы посмотрите, я для вас стараюсь и страну поднимаю. А вот они хотят, чтобы вы работали на мигрантов. Ведь кто ущерб получит от приостановки деятельности государственных органов? Коренные законопослушные американцы. А им говорят, и в том числе и демократы говорят, да, мы за таких вот мигрантов готовы положить вас, всех американцев. Они сами себе копают могилу. Трамп переигрывает, да, это долго. Вот уже целый год на противостояние глобального предиктора и со страновой элитой. Но ломят глобальщики страновиков, ломят. И ничего страновики, кроме визга, уже не могут противопоставить. От антитрамповской кампании уже в значительной степени устало американское население. Устало все население мира. Выстраиваются новые системы управления, новые альянсы против Америки. От американцев везде избавляются. То есть ровно то, что, ради чего был и приведен Трамп. Ну и что страновики здесь шумят? Все равно задача управления решается. Не прямо, так от противного. А страновики, они свое получат. Там нет профессиональной элиты, нет кадров компетентных, которые бы могли что-либо противопоставить глобальному управлению. Но чтобы вот это все понимать, и чтобы не выставлять такие сроки, как 5 лет, за 5 лет ничего не сможет. Ребенок просто, сколько ему? При всем, 4 года будет. Вот. А ведь ребенка, повторю, надо поместить в культурную среду, надо дать определенную систему образования, нужно выявить его творческий потенциал, вставить в определенную профессиональную линию. И все это делается кропотливо, медленно. Ну а ребенок еще по-разному развивается. Может быть, где-то какие-то устремления еще приобретет. То есть происходит определенная выбраковка кадрового потенциала. Потому что человека не предугадаешь в этом плане. Это когда ты строишь герметичную систему управления, толпоэлитарную, когда для тебя человек всего лишь винтик. А вот чтобы со всем этим разобраться, нужно изучать концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Последний вопрос. Знать, как осуществляются процессы социальными суперсистемами.